Здравствуйте, дорогие мастера! В этом ролике вы увидите, каким образом создаются такие вот замечательные сердечки. Набираем косичку из 7 воздушных петель. Сердце будем вязать тунисскими столбиками, только не классическими, но об этом позже. Не переживайте, если вы никогда с ними не сталкивались. Вяжутся они, как и обычные столбики без накида. Набрали, провязали. Набрали, провязали. Но в тунисских столбиках сначала мы набираем необходимое количество петель. Затем идет петля подъема, и уже на обратном пути провязываем все столбики. Итак, наши 7 воздушных петель вязать будем не в петлю, а за перемычку, чтобы по краю получилась красивая косичка. При этом начать можем без петли подъема, сразу в первую перемычку, что тоже благоприятно для красивого ровного края. Обратите внимание, нить на крючке необходимо затягивать, иначе крайняя петля получится слишком растянутой, особенно по сравнению с остальными петлями в ряду. Кроме того, она перекручивается из-за того, что мы вяжем в перемычку. Это удлиняет нить вокруг крючка и мешает ее затянуть как следует. Поэтому мы сразу крючок поворачиваем по часовой стрелке, и теперь свободную нить можем затянуть. Набираем дальше вторую, третью. Это будут ножки наших тунисских столбиков. 7. Следим, чтобы нить по краю не была слишком свободна. Вяжем петлю подъема, ниточку затягиваем. Если не будем следить за натяжением, то может получиться дырявый край. И теперь в обратную сторону провязываем наши тунисские столбики. 1, 2. Смотрите, они очень похожи на обычные столбики без накида, только вяжутся перпендикулярно. И вот эти косички, которые получаются параллельно косичке начального ряда, называются косичками закрепления тунисских столбиков. Второй ряд на 1 столбик больше. Прибавку делаем в самую первую косичку закрепления. Нить затягиваем по той же причине, что и в первом ряду. Далее, классический тунисский столбик вяжется за переднюю ножку. Я предлагаю также вязать в косичку закрепления. Так полотно получается более плотным и лучше держит форму. Еще раз. Ножка. И вот наша косичка закрепления. Захватываем только верхнюю ее нить. Ножка. Косичка. Дальше будет быстрее, в них достаточно удобно продевать крючок, почти как обычное вязание столбиков за 2 нити. Последнюю всегда вяжем только за 1 нить. Ниточку держим плотно. Петля подъема. И провязываем 8 столбиков в обратную сторону. Следующий ряд вяжем без прибавок. Первым столбиком считается вторая ножка от края, а первая косичка закрепления используется только для прибавок. Снова набираем 8 петель. Компактная петля подъема. Провязываем в обратную сторону. И еще один ряд набираем 8. И в обратную сторону провязываем только 6 тунисских столбиков, как обычно, а крайние 2 провязываем вместе. Начинаем формировать внутренний угол сердца.
Для второй половины сердца нам нужно 5 столбиков. После убавки у нас 7, значит 2 закрываем полустолбиками без накида. И дальше будут наши тунисские столбики. Здесь один нюанс. Если мы будем сразу вязать тунисский столбик, то получится недостаточно выразительный внутренний угол сердца. Поэтому сначала мы вяжем еще один полустолбик без накида и сюда же набираем петлю для тунисского столбика. Набираем 5 петель уже для второй половины сердца. Следим за натяжением. Петля подъема и провязываем 5 в обратную сторону. Следующий ряд набираем и провязываем ровно 5 тунисских столбиков. В последнем ряду будут убавки с двух сторон. Набираем только первые 4 петли. Последнюю не трогаем, петлю подъема не делаем. 2 крайние петли провязываем вместе. Получается плавная убавка. Провязываем 1 столбик и дальше провязываем 2 столбика вместе для убавки с другой стороны. Теперь, так же как мы делали для внутреннего угла, закрываем край полустолбиками без накида. Захватываем ножку с косичкой. Второй полустолбик без накида вяжем в петли, которые мы провязали вместе для убавки. А третий вяжем в ту петлю, где должна была быть петля подъема. Выглядит незаконченная сторона, где у нас были петли подъема. Ее мы обвяжем полустолбиками без накида в каждую петельку, чтобы сделать красивый край из косички, как по всему периметру сердца. Должно получиться 6 полустолбиков без накида. На этом этапе можно завершить, если сердце будет, например, аппликацией или мотивом. Вот так выглядят сердца из разной пряжи, завершенные на этом этапе. А можно обвязать еще одним рядом косичек, и тогда получится более плотный край. В самом начале ролика вы видели обвязанные сердечки из разной пряжи. Если вы решили оставить сердце таким, то обрезаем нить и прячем в самую первую петлю, с которой начиналось вязание. Если нужен более плотный край, то вяжем дополнительно одну воздушную петлю, чтобы выделить внешний угол, и затем вяжем полустолбик без накида, первую петлю, с которой начиналось наше вязание. Дальше вяжем полустолбики без накида за 2 нити косички по краю. Должно получиться 7 полустолбиков вместе с первым. Это та самая косичка из 7 воздушных петель, с которой мы начинали вязание. Теперь у нас 3 петли на дугу и 3 в уголке сердца. И рекомендую их считать, чтобы случайно не нарушить симметрию. 1, 2, 3 и уголок. 1, 2, и 3. В самую среднюю петлю не вяжем, а вяжем в ту же петлю, в которую мы вязали и полустолбик без накида, и тунисский столбик, чтобы угол остался выразительным. И дальше вяжем 3 внутри угла и 3 на дуге. Остается 6 петель на завершающей стороне. И 7-я, та воздушная, которую мы добавили.
Вяжем в те же петли, куда вязали первую косичку, но захватывая ее внутреннюю полупетлю, чтобы не задвоить косичку по краю. Считаем 6. 2, 3, 4, 5, 6. Наше сердце почти готово. Ниточку обрезаем и протягиваем под ту 7-ю воздушную петлю, которую мы добавляли для более выразительного внешнего угла. И теперь прячем в самую первую петельку, где начиналось наше вязание. Ниточки можно спрятать с изнаночной стороны вот сюда. Удобно это делать с помощью иглы для пряжи. Можно сразу 2 ниточки. Протягиваем, расправляем и обрезаем. Можно отутюжить с изнаночной стороны. Если остались вопросы, отвечай в комментариях под видео. На этом с вами прощаюсь. Всем красивых сердечек!